Добрый вечер, дорогие рукодельницы! В эфире онлайн-школа кукольного мастерства Панпина. Мы начинаем второе занятие по созданию текстильной куклы. С вами Ирина и Марина. Добрый вечер! Я хочу обратить внимание, что у нас с тобой сегодня такие основные заготовки готовые, да? Мы Заготовки тоже готовые. с Ириной выполнили наше домашнее задание. Как видите, наши куколки стоят. Ура! Правда, они получились разной формы. У Ирины кукла чуть повыше. Этот нюанс зависит от набивки. Такое тоже бывает. Хотя шили мы по одной выкройке. Сегодня мы с вами будем выступать в роли модельеров. Мы будем наряжать наших кукол. Что нам сегодня для этого понадобится? В первую очередь нам понадобятся выкройки. Это выкройка пальто и выкройка рукавчика. Также нам понадобятся ткани. ХБ-ткань цветная для платья. Мы взяли две разные. У нас будут куклы в разных нарядах. Нам понадобится цветной трикотаж для шапочки, подкладки, гетров и шарфика. И нам понадобится ткань для пальто. Кто что купил у нас, это драп. Также нам понадобятся детские гольфики для колготочек. Вот еще я нашла тут такой пакетик, да? Чудо-пакетик у нас. Чудо-пакетик с маленькими такими аксессуарами. Это атласная лента, да? Да, атласная лента. Для чего она нам нужна? Атласная лента нам потребуется для того, чтобы сделать декор на одежде. И кружевная тесьма также нам понадобится для декора платья. Ну и вот пуговички. Да, и пуговки тоже понадобятся для декора. Да, а начнем мы с вами непосредственно с создания колготок. Мы берем с вами гольфики. Вот берем гольфики. И прямо так, не жалеючи, отрезаем от него пяточку. И я делаю так же, да? Да, смотрю тоже на тебя и отрезаю по прямой. По прямой прямо отрезаем пятку. Возьмем сантиметр и измеряем расстояние от животика до ножек. У нас это с вами получилось 5 сантиметров. Так, то есть сверху мы с вами от гольфика растянем его немножко, отступаем 5 сантиметров, ставим себе пометочку. Мы с вами должны прошить колготочку. Выкройки здесь сделать невозможно, потому что ткань тянущаяся, поэтому буду сразу прошивать. У кого, значит, нет этой резиночки, да, припуск следует оставить, ну, где-нибудь сантиметр. Так, значит, мы прошиваем. Прошиваем носочек, закрепляем. Низ, да? Да, низ. Гольфик при этом растягиваем. Сильно, да, причем? Да. Значит, мы сильно растягиваем гольф. Дальше мы что делаем? Мы разворачиваемся и прошиваем другую ногу. Дальше мы что делаем? Мы разрезаем вот между нашими, как их назвать, колготниками. Сшитыми частями. Между ног, в общем, мы разрезаем. Да. И Ирина пока это дело будет выворачивать. Между ножками расстояние должно получиться в растянутом виде. Вот давай, Ирина, померяем. Вот сколько Я здесь? думаю, что Где-то 1,5 сантиметра. это максимум. Да, где-то То есть 1,5 полтора, сантиметра. да. Сантиметр-1,5, чтобы у нас, когда мы разрежем... Это в растянутом. Да, в растянутом виде. Так, ну колготки мне уже нравятся. Колготки шикарные, Просто ажурные. надеваем, да? Просто, да, как Вот обычно. какая мы с вами. прелесть. Вот такая у нас чудо-кукла. Вот. У кого сверху нет этой резиночки, кто делал из колготочки, этот край потом, видно ли, подворачиваем вот так вот и прихватываем на ниточку. Для того, чтобы сшить платье, мы с вами отмеряем
Ой, ну мне уже нравится. Конечно. Отмеряем 12 сантиметров. Так, а у меня? От головы куклы. Ой, а у меня, наверное, побольше. Да, ну вот смотрите, кому докуда хочется, чтобы было платьишко. Вот я хочу, чтобы платьишко у меня было не длинное. То есть я 11 сантиметров в целом, плюс припуск на верхний шов. То есть я возьму 12 сантиметров. Дальше мы еще должны с вами измерить животик у куклы. Так. У меня это 20 сантиметров. И то есть ткань мы берем с вами 12 на 40. То есть объем живота мы умножаем на 2. Таким будет диаметр нашего платья. Хочу обратить внимание, что нижний край платья мы обрабатываем как? Его подшивать мы не будем. Вот мы такую бахрому будем делать. Дальше мы с вами будем декорировать наше будущее платье кружевной тесьмой. Берем по 40 сантиметров, 2. Вот где эта бахрома внизу как раз должно быть, да? У меня все правильно лежит. Да. Все эти вот плюс-минус 1-2 сантиметра, это в принципе не является для платья прям значительным. Чем больше, длиннее у вас будет кусок ткани, тем платье будет пышнее. Вот. Чем меньше будет, тем оно будет более облегающим по телу куклы. Вот. Отмеряем кружевную полосочку, чуть-чуть за пасиком. Значит, можно пришить поверх нашего платьица вот таким образом, а можно пришить снизу, как будто бы оно выставляется из-под платья. Какая прелесть. Какой вариант вам нравится больше? У нас, кстати, с вами остается еще тесьма, и может быть мы с вами прямо сделаем и так, и так. Да, мы с Ириной сделаем и сверху, и снизу. Хорошо. Значит, как я пришиваю? Я прометывать не люблю. Буду сразу прошивать, чтобы у нас вот она таким вот образом выставлялась. Пришиваем по верхней части тесьмы. И сейчас будем пришивать вторую часть нашей тесьмы. Вот он шов прошитый, чтобы вот наша кружевная тесьма вот этот шов закрывала. И также будем пришивать по верхней части тесьмы. Вот мы с вами тесьму пришили. Следующим этапом мы с вами должны сделать подвижную нить на горловине. Горловина у нас с вами будет сверху. Для этого увеличиваем шаг на машине. Делаем самый крупный, у нас это 4. И прошиваем с отступом примерно в 0,5 сантиметра от края. С обоих сторон оставляем длинные ниточки. Что мы с вами делаем дальше? Берем одну ниточку и начинаем немножко стягивать. Вот мы с вами чуть-чуть присборили, до конца пока не надо, мы это потом на кукле будем до конца присбаривать. Ниточки убираем наверх и зашиваем наше с вами платье вот по этому шву. Ниточки эти пока ни в коем случае не обрезаем. Шаг снова меняем на 3. Закрепляем сверху. Следите за тем, чтобы у вас оборки совпали. Нижнюю часть тоже закрепляем. Излишки обрезаем. Выворачиваем. Вот такое чудо платье мы с вами получили. Здесь вот у нас 2 такие подвижные ниточки. Дальше, пока Ирина будет примерять его на мою куклу. Так, примерять мне нравится. Через голову, да, я прошью Марин, другую тесьму. так как у меня короткая Подлиннее платьишко, тебе. надо подлиннее. Хорошо, здесь, да. сделаем прямо по краешку. Так, ты делаем. Можешь пока ниточку сверху потихонечку затягивать. Я так понимаю, одежда у нас несъемная, да? Нет, одежда у нас для куклы несъемная. Да, мы ее пришьем и все. Я дошиваю, значит, платье для Ирининой куклы. Так. Замечательно. И сейчас нам с вами понадобится нитка. Можно и я иголка. попробую вот это сделать? А Можно. ты пока проверь мою затянутость, правильно Да. ли я сделала? Да, затягивать надо равномерно, чтобы у нас везде были одинаковые складочки. Ага, Ты я так тут уже увлеклась, увлеклась, да, мы сейчас с я тобой тут прошью разговариваем. задний шов. Мне так нравится мое И платье. ты можешь пока вставлять белые ниточки в иголочки, и мы будем Так, шить. Будем шить Вручную? вручную, да. Затягиваем наши ниточки на шею у куклы.
Просто красота. Дальше мы платье одеваем ей на голову. У меня прям, Одевай на голову платье. Вот оно должно быть здесь. да? Так, смотрим, значит, что под самую горло не делаем. Мгм. То есть должно остаться где-то, ну, сантиметр, да? Тут побольше даже. Ну, сантиметр-полтора. На этом уровне мы с вами будем наше платье к кукле пришивать. Вот это ручная работа можно начинается, заколоть, да, на иголочке. А можно прям вот в это вставлять, Конечно, да, в тело, вставлять. Да, чтобы я не- думаю, что ей не очень удобно так будет. Такой вот мешок. Так. То есть выворачиваем. Ну, ты можешь, да, посмотреть, все ли тебя устраивает, там ли оно. Мешок. Начинаем пришивать. Так, хорошо. Пришиваем выше нашей вот этой вот строчки, где подвижная нитка. Так, проверяем, чтобы ни одной иголки не осталось у нас. Да, главное их не забыть вытащить еще. И выворачиваем наше платье. Вот такое у нас с вами получилось платье. Как видите, пока оно тут от горловины торчит. Обрезаем лишние ниточки. А нам не надо, чтобы оно так торчало. Складки у нас с вами сформированы. Поэтому что мы с вами будем делать дальше? Дальше мы с вами снова будем брать иголочки. Натягиваем наше платье на тело куклы. Прямо вместе со всеми складочками. И в каждую складочку на расстоянии 2 сантиметров от этого шва мы втыкаем иголочку. Пляшем. Вот так вот у нас получилось. Марина, у меня вопрос. Куда девать нитки, которые затягивались при... Их можно обрезать. Прям вот убрать, да, Да, все? видно ли? Я тоже Вот заканчиваю. так вот у меня получилось. То есть сейчас вот это место по иголочкам мы с вами будем пришивать. Может быть, кто-то захочет украсить тесьмой. Может, у кого-то тесьма не только кружевная, такая широкая, может, у кого-то есть тонкая, кто-то захочет украсить. Мы просто прошьем потайным стежком. Так, это место я буду прошивать в одну нитку. Также начнем с заднего шва. Узелок спрячем под одной из складочек. И шью я ниже иголочек, прямо мелкими-мелкими стежками. Так. Ну вот такая у меня получилась девочка в таком вот Припевочка. платьишке. Как видите, тут я все закрепила. И сейчас закрепляю ниточку на узелок. Вот так вот. У кого куколки получились достаточно полными, давайте мы с вами померяем, подходит ли наша выкройка пальто на ваших полных куколок. Вот так вот мы ее прикладываем, меряем. Вот у меня все подошло. У кого не подходит, те углубляют горловину. Если не сходится немножко на животе, это ничего страшного, у нас просто будет распахнутое пальто. Может быть, пока я тебе помогу, Так, а ты я приступишь к выкройке пальто. Нужно взять драп. прикладываем к нему нашу выкройку. В один слой берем Так, драп. да, ага. Выкройка у нас дана в развернутом виде. Так, это левая сторона. Да. Все верно, да? Подкалываем его, обводим и вырезаем. Пальто выкраиваем с припусками на швы. Обводим мы его по... Просто обводим. Обводим, да, вырезаем с припуском на шов примерно 0,3 сантиметра. Да. Вы обводите не ручкой, портновским мелком. Мы обводим ручкой для того, чтобы вам было видно, как мы это делаем. Так, То же самое делаем
с подкладочной тканью, то есть с нашим цветным трикотажем. Сегодня мы будем с вами шить только одно пальто, а второе пальто будет мне домашним заданием. Поэтому мы берем розовый трикотаж и на нем выкраиваем. Так, где наше пальто? Пальто здесь. Так, я подготовила две детали для нашего пальто. Складываем их лицевыми сторонами друг к другу. Незашитая часть, через которую мы будем выворачивать, останется на горловине. И складываем их вместе. То есть лицевыми сторонами внутрь, да? Да, лицевыми сторонами внутрь. Потом, когда прошьем, все это дело будем выворачивать. Ну вот, я подколола наше пальто и буду его прошивать. В горловинке мы оставим с вами разрез, ну, посерединке примерно 1,5 сантиметра. Вот я прошила, проверяю, как я прошила, и выворачиваю. Вот что у нас получилось. Дальше мы с вами должны будем все это дело прошить верхней строчкой. И нашу дырочку, через которую мы выворачивали, тоже зашиваем. Я буду зашивать со стороны драпа. А я закончила с нашим пальто. Так, вот мое пальто готово. Я его примеряю на нашу девочку. Вот так вот. Чтобы оно не спадало, мы его подколем на иголочки. А рукава мы будем делать отдельно? А сейчас мы будем делать рукава. Угу. И приступим к выкройке рукавчиков. Берем драп, складываем его пополам. Находим на выкройке слова место сгиба. Прикладываем, смотрим, сколько нам нужно отступить. Ну, сколько использовать ткани. То есть мне достаточно будет такого вот кусочка. Шириной 5 сантиметров. Я его сразу отрежу по всей длине. Отрезали. Это можно убрать. Так. И сделаем. Что мы с вами получили? Мы получили 2 квадратика для 2 рукавчиков. Дальше. Так как у нас подкладочной ткани в рукаве не будет, мы делаем подгибку. Подгибку делаем и прошиваем. Ирина пока мне подготовит подгибку. В любую сторону, да, подгибать? Ну, или вот в изнаночную сторону, шириной в сантиметр. Угу. Вот я так подколола, сейчас я это дело прошью. А Ирина тем временем берет иголочки, сложит ткань пополам и приколет выкройку. Угу. Вот у нас получилось с вами 2 такие заготовочки. Так, что мы можем с вами сделать? Мы можем с вами взять нашу ручку и померить, хорошо ли у нас все подходит. Прошито это низ. Шов у нас будет находиться на наружной части руки. Ну все, померили. Все хорошо, по длине у нас подходит. Прикладываем выкройку. Выкройку прикладываем, смотрите как. Краешку.
Отступает от сантиметра. Да, отступаем эту подгибку, подкалываем, обводим. Вверх чуть-чуть скругляем. Вот так вот мы скруглили верхнюю часть. Выкройку убираем. Ничего не обрезаем и прошиваем. Прошиваем вместе с подгибкой. Подгибку закрепляем. Да, чтобы не распалось, лучше всего это дело подколоть теперь иголкой. И вот после того, как мы все это дело прошили, мы вырезаем, отступаем буквально 0,3 миллиметра. И выворачиваем. Угу. Вот мы вывернули наш рукавчик и вставляем в него нашу ручку, помогая при этом палочкой, чтобы она хорошо туда вошла. Вот такая милая ручка у нас получилась. И примерим ее к нашей девочке. Вот, сейчас шьем второй рукав. Ну вот, получилась у меня такая вторая ручка. Вставляйте ручку до конца, чтобы она потом у нас... Случайно не выпала? Чтобы она у нас случайно не выпала, да. То есть мы должны будем пришить не только рукавчик, но и ручку внутри тоже прихватить. Угу. У нас с вами остается сшить шапочку, гетры и снуд. Нам для этого необходимо дать некоторое разъяснение. Так. Значит, как мы будем с вами кроить шапочку? Так, нам нужен вот этот материал, Да, насколько я кроить помню. Мы шапочку. берем подкладочную ткань от пальто. Да, цветной трикотаж. Угу. Измеряем объем головы нашей куклы. У меня 19 сантиметров. И высоту, то есть от шейки вот до этого шва. До макушки, до Да, самой. 9 сантиметров. С учетом припуска на шов нам надо взять отрезок ткани, две высоты, то есть 10 на 10 это 20 сантиметров, потому что шапочка будет двойная. Ну и обхват у нас тоже получился 19, да? Да. То есть надо взять кусочек 20 на 20 для шапочки. Это с твоими размерами, да? У С кого моими голова размерами больше, куклы, тогда да, измерить да. и Да. тоже побольше сделать. Шарфик у нас тоже будет по объему головы куклы, то есть это 20 сантиметров. Шарфик не широкий будем делать. 3,5 сантиметра, то есть он будет складываться втройне. Для Вырезаем? шапочки вырезаем 20 на 20. Вот этот кусочек у нас пойдет на шапочку. Мы его с вами прошьем вот так. Да? С отступом. Гетры будем шить, значит, как? Измеряем объем ноги, да? Объем ноги измеряем Так? в сантиметрах. Делаем такую заготовку, берем по всей ноге и потом сворачиваем втрое. Вот это будет гетра. Делаем шов посередине и зашиваем верхнюю часть. Все, сейчас сошьем шапочку, на этом мы заканчиваем. В общем, это Остановиться тогда невозможно. быстро, да? Это... Да, это быстро, шапка шьется быстро. Ой, у нас готова почти шапка, да? Ну да, там еще А вот она не будет волосики. обтягивающая? Если хотите, чтобы шапочка сильно облегала, то тогда можно взять с меньшим припуском. Вот такая у меня получилась заготовка. Простая полосочка сшитая. Да, простая полосочка сшитая. Мне кажется, что по такой же технологии Делается делается снуд, да. шарф. Шарф, наш. вот, можно взять. То вот же снуд, самое, да? И потом мы его будем складывать втройне, вот так вот. И просто Одеваем, одевать через да, голову да. на шею, да? Да. То есть он там не сшивается, он просто внутрь А я складывается. даже, вот смотри, сейчас как сделала. У меня получилась очень длинная шапочка. Можно обрезать, да? Можно лишнее Давай. обрезать, и у нас, это И у нас тем будет самым шарф. будет шарф. Такой шарфик. Может, мы примерим? Можно сделать Чтобы поуже, закрыть кому как горлышко. больше нравится. То есть там посмотреть. У нас же еще ручки будут. Значит, дома мы шьем шапочку. Если вы хотите, чтобы она была большая, да, не обрезаем, то есть по размерам головы смотрим. Если обтягивающая, то обрезаем, и может получиться у вас такой еще шарфик. Да. Угу. Так, и гетры. Ну, гетры по объему ноги. Берем гетры подлиннее по всей ноге, потому Так. что потом мы их будем сворачивать. Угу. Шьем с вами трубы. Ну, в данном случае в моем
10 сантиметров. Так. Ну, 10 на 9 сантиметров. Вот у меня обхват ноги 9 сантиметров. Шьем 2 трубы 10 на 9 сантиметров. Мгм. И потом просто сворачиваем, да? Да, потом одеваем на ножку и будем подворачивать. Мгм. И я думаю, что можно подготовить какие-то аксессуары, да? К шарфику, наверное, можно, да? Уже пришить. Да? Готовый. Чтобы шарфик у нас не разворачивался, вот как раз его пуговкой с ленточкой можно будет закрепить. То есть любой аксессуар на Можно ваше усмотрение пуговичку, вы можно смотрите. какой-то цветочек сделать, да? Да. Также вот к шапочке нужно ли что-то, тоже можно пуговичку, Любой аксессуар, цветочек, который что у вас нравится, да, осталось, что придет в тесьма, голову. что угодно, да? И шьем гетры. Шьем гетры. Все. На следующем занятии мы пришиваем руки, ну все одеваем Одеваем, тут, да. соответственно, значит, делаем Обувь. самое главное обувь, прикрепляем волосы и рисуем глаза. Да. Думаю, что мы будем уже прощаться, наверное, Да, будем на этом прощаться. Спасибо большое за то, что были сегодня с нами. Марина, тебе большое спасибо. Ну что, всего доброго. До скорых встреч.